В общем, друзья, разложили мы ровно 20 досок. Это ширина боковой стенки кладовки. В общем, друзья, впервые я делаю такое соединение. Для меня это уже сложно. Мы увидели огромного паука. Мы таких еще не видели у нас. Смотрите. Вон шевелится. Какой-то тарантул вообще. Вставлю все штапики, а потом буду запенивать. Что в тебе нуждаться и дышать тобой. Значит, начал я красить краскопультом. Идет быстро, но мне это не нравится. Почему? Да, это единственный плюс, пожалуй. Быстрота и равномерность более-менее. Но мне не нравится в чем? В каком плане? Большой расход. Много летит мимо, видите? Это все летит мимо. Капли. Вот это вот все. То есть и так крутил, уменьшал, увеличивал, и ближе, и дальше. Нет, все равно капли висят. Вот здесь чуть больше добавишь, будет тоже капли висеть. Вот видите, темно. Вот поэтому я решил дальше красить обычным валиком. Это привычный способ. Сейчас поставлю стремяночку и буду работать со стремянки вручную и петь песенку царя. И крашу я заборы. Ну, в общем, смотрится лучше, конечно. Намного лучше смотрится, чем было. Эта сторона будет все равно обшиваться доской. Вся эта краска скроется. Вот. Но я хотел все-таки все это покрасить. Я знаю, что кто-то не клеит обои, скажем, там за шкафом, за шифонером. Но это, я считаю, что это глупо. То есть нужно все равно все обклеивать. И здесь нужно все так же покрасить. Буду проходиться сейчас валиком. Вот здесь уже красил валиком. В общем, ребята, краски не хватило. Завтра надо ехать, брать краску. Соня, не ходи, там липко. Итак, пришло время укладывать доски. Первая доска вот готова. Выпилил отверстия под трубы. Сейчас буду укладывать наверх. Так, вот получается у нас первая полка. Вот эта доска немножко идет. Ее уже чуть-чуть подсушила, она немножко у нас загнулась. Но это надо будет потом выровнять. Хотя, в принципе, если сверху встанет груз, то она выровняется. Можно будет здесь снизу сделать перекладину такую и прикрутиться к ней. Тогда эта доска выровняется. Но так, в принципе, первая полка у нас готова. Вот такая большая, мощная полка. Класс.
Да, ничего не будет. Ты на себя просто ручкой подвинь. Мы увидели огромного паука. Мы таких еще не видели у нас. Смотрите. Вон уже видится. Какой-то тарантул вообще. Обалдеть. Стрёмно. Что за паук такой? А, да? Да. Нормально. По одному уровню. Сейчас, подожди. Даш, стань на тот край. А ты сюда себе встань. Давай. Вот, на этой доске остановились. На тот край вставай. Не на доске, а на доску. Да? Так, где, какую мы видели? Вот. О, хорошо. 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 До конца? Да. Скорее. Да, хорошо. Все нормально? Да, нормально. И нет, ты с того края не убегай. Мы потеряем горизонт. Да, что смотри, ровно еще было. Ага, ровно. Серо вон. Да. Жара капец. Какой тут еще? Ну она так. Это мелкая, чуть себе кота не взяла. Спасибо. Да? Он там вылез такой. Такая Китти начала сбадиваться. В общем, друзья, разложили мы ровно 20 досок. Это ширина боковой стенки кладовки. Для чего и с какой целью? Все это выровнено по горизонту. Это для той цели, чтобы один раз и навсегда отметить сейчас вот этот наш уклон, начертить и потом пронумеровать доски и пилить все по порядку. Вот. То есть не нужно будет каждую доску потом отдельно замерять. Такие вот дела. Дай бог, чтобы у нас пила взяла эту ширину. А то здесь, видишь, не 150 будет, она чуть по диагонали длиннее. Чтобы потом не допиливать вручную каждую доску. Да я что-то сглупил, надо было купить. Есть не просто такие ровные, джик отпилил, а есть с протяжкой. Итак, все доски были попилены под углом, под нужным. Очень удобно и быстро. Чем каждую доску потом замерять, больше мороки. А так вот готово. Все доски пронумерованы. Сейчас по порядку буду их выкручивать. Санек пошел пообедать. Я что-то пока не хочу. Так, ребята, 3 стены готовы. Закончил правую. Есть доски, которые черные, но это вообще не страшно, потому что они, самое главное, что они высохнут. Они высохнут и будут сухими. То есть они почернели только из-за того, что здесь когда-то была влага. То есть где-то они вот так хранились и немножечко почернели. Но это вообще как бы не мешает. Вот эти стены чуть светлее. Но получается, эти доски, они лежали в самом низу. И я их так укладывал специально одну на другую. Они у меня пролежали так несколько дней. И некоторые были сырые. Я думаю, что именно поэтому они почернели. Вот. Но я их не укладывал на просушку, потому что их бы повело, и с ними было бы тяжело работать. А так они ложатся прекрасно. Посмотрите, ровненько все. Вот. Ровненько вообще все прилегает. Внизу все ровно, здесь. Отлично. Ну, такой вот навесик уже получился.
А сейчас уже жарко становится. Даже здесь под крышей крыша нагревается. Даже здесь внутри уже жарко. Наверное, пойду займусь роликом для вас. Вот, а потом под вечер продолжу работать. Что ж, друзья мои, вот такие успехи на сегодня. Обшил проем для окна. Здесь будет установлено окошко. Здесь дверь. Начал уже делать, но не дошел до конца. Почему? Потому что уже поздно, уже у нас темнеет. Я хочу зайти и отдыхать. Значит, здесь у нас будет доска-соточка, и то она будет немножечко делаться уже. Я не хочу уже шуметь, уже поздновато сегодня. В общем, туда встанет вот эта вот узкая доска и потом зашьется там. Все, на сегодня такие успехи. Вот так все выглядит. Да, ребят, хотел поработать. Сегодня мы в гости собрались, но погода что-то не улыбается совсем. Вроде бы дождик сейчас успокаивается, но еще пока капает. Пришлось мне перетащить мою пилу туда. Вот, под навес поставил. В общем, подожду сейчас, пока дождик закончится. Закончить уже основное, прибраться, убрать вот эти все деревяшки. Кругом все это валяется. Я тут отпилил несколько досточек сюда вот наверх. Вот они лежат уже наготове. Но дождик пока не дает. Прибежал. Вот они играют с ним вдвоем, с Васькой. Это нечто. Да, друзья, взяли мы маленького котенка. Объявление было в нашем чате поселковом. Он похож на Ваську, тоже шустрый такой, веселый. Мы так его и назвали Васька. Вот. Ну и он вначале шипел на него, а сейчас они подружились и вместе играют. Правда, иногда бывает, что, ну как у всех детей человеческих, бывает такое, что они до слез. Вот. Но эти тоже бывает. Друг друга покусают, еще что-то. Такие вот дела. Так, закончили мы эту работу с досками. Все эти остатки предстоит убрать. У нас остались вот такие остатки. Железо. Все, что от труб осталось, это вот это. Все, что от досок осталось, вот эти вот хорошие куски. Надо будет на чердак их убрать, чтобы не испортились. И вот эти я, наверное, тоже уберу на чердак, скорее всего. Жалко мне их так оставлять на улице. Вот, а мне предстоит нам сейчас окно вставить. Вот, принесли с Саньком окно. Сегодня пасмурно, прохладно. Я вообще в теплой рубашке уже. Санька в куртке. Сейчас я вытащу вот эти штапики. Их нужно вытащить стеклопакет и потом уже работать отдельно с самим этим каркасом. Вот. Когда он будет установлен, в него вставляется стеклопакет. Попробуем это дело с стамесочкой. Неплохо идет, неплохо, даже очень неплохо. И еще чуть-чуть. И вот так, отлично. Так, это левый. Так его и положим. Так, последний штапик. Он так хорошо сидит там. Нам лучше это сделать. Сейчас. И нет, так не бери. Сзади надо было держать. Так, берем окно. Дела обстоят вот так. Для крепления окна мне понадобились вот такие вот саморезы. Вот, саморезы здесь крутились вот так, здесь вот так, здесь тоже так. А здесь мне пришлось просверлить пластик в 3 местах. И следующая стенка, которая там вверху, она металлическая. Вот, и уже к ней прижимал, потому что длины шурупа не хватало. Теперь мне нужно будет
вставить. Мы сейчас с Саньком вставим сюда стеклопакет, вставлю все штапики, а потом буду запенивать. Все это, конечно, так телепается пока. Ну как, не то что телепается, но видно, что это не совсем еще надежно. Нужно, конечно, пропенить это дело. Деревянная ручка. Пошло. Главное не треснуть молотком. Железная часть по стеклу. Тут будет весело. Да. Все. Мне остается его сейчас только пропенить. Когда оно, пенка подсохнет, вот это дело вытащить. Вот. Где-то посвободнее, где-то потуже. Нормально. Вот. И все. И все, в принципе. Вот окно кладовочки у нас стоит. Ну что ж, друзья, вот так вот смотрится уже с окошком. Когда все это будет обшито, окошко будет отделано. Я пока ума не приложу, как я буду отделывать, но смотрю видео на ютубе. Всему надо учиться. Когда-то всегда бывает первый раз. Сейчас вон ту дырку мне надо будет заделать. Сначала на рыбки поем жареные. Там рыбка. Рыбка ждет. Все. А потом будем пенить. Где-то у меня пена есть, надо поискать. Кстати, не знаю, пистолет мой живой, не живой. Но вот так с окошком смотрится. Это я закрыл, чтобы сюда щенок не ходил. Потому что, во-первых, он там устроил туалет внутри. Ходит по-маленькому. Во-вторых, там кабели все эти, он грызет все это. Как думаете, небольшое окно для кладовки? Я думаю, нормально. Не обязательно свет включать, будет ярче. Заходишь днем, все видно. Ну вот сейчас, допустим, ну хорошо, дверь закрыл, но все равно будет видно. Все равно будет видно через это окно. Достаточно светло будет днем. В общем, притащил пылесос, потому что я там место освобождаю. Для чего я там освобождаю место? У меня есть время. Я решил, вот здесь, если вы не забыли, у меня идет кабель. Идет. И вот он выглядывает. И мне нужно его завести туда. И где-то вот здесь у меня коробка. В этом месте, с той стороны коробка. Надо подключиться уже к электричеству. Вот. В общем, такие вот дела. Сейчас буду сверлить. Я там просверлил маленьким сверлом. Сейчас буду рассверливаться. У меня есть большое сверло, толстое, длинное. И надеюсь, что вот эта гофра, оно туда пролезет. И надеюсь, что вот этой длины мне хватит. Да, в принципе, должно хватить. Вот длиннющий такой кабель. В принципе, да, должно хватить. Вот, но это все разговоры, а надо работать. Сейчас я пойду и займусь. В общем, друзья мои, вот я начал сверлить. Сейчас я поменяю сверло и будем делать отверстие больше. Что ж, осталось только подключиться сюда. Сейчас разберем коробку, открутим крышку. Надо будет укоротить кабель и заводить сюда. Что ж, друзья, я немного подпенил окно. Когда вот эти вот кусочки подсохнут немного, то можно будет полностью все это дело пропенить. Я подключил сюда ток, и здесь уже все под напряжением. И я хочу вот такую композицию сюда установить. Вот, чуть ниже. Это здесь. Так, ну а теперь самое интересное. Такие вот дела. Сейчас надо будет отключить свет и соединить все вот в этих двух коробках.
А как это делается, я без понятия. Сейчас буду смотреть YouTube и искать способы решения моей проблемы. В общем, друзья, впервые я делаю такое соединение. Для меня это уже сложно. То есть я в электрике, я уже говорил это неоднократно, вообще не соображаю. Вот, я просто посмотрел в YouTube схему. Человек там объясняет, как это нужно соединять. Я вырубил свет. С одной стороны, конечно, интересно это все. А с другой стороны, это как-то вот что-то новое для меня. Что-то новое. Так. Ну-ка. Давай-ка мы туда тебя продаем. В общем, друзья, все собрал, все сделал. Теперь заметил, что вот эта резинка, она должна вот здесь быть. Я ее не вставил. Я сейчас просто там обрежу кусочек. Но я проверю, лишь бы это работало, будет работать. Я надеюсь. Сейчас пойду свет включу, пробки. Вот. И все, тогда, ну, я просто вот эту кусочек резиночки обрежу, эту сюда задвину. Вот так вот. И надену обе крышки. Все. О, ребята, загорелся свет. Класс. Значит, все работает. Вверх выключается, вниз включается. Ну, в принципе, да. Класс. Пишу слово от него. Ну вот, да. И что ты постыдно нуждаться и дышать тобой. Пусть я буду бедным духом пред тобой, нуждаться и дышать тобой. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб в тебе нуждаться и дышать тобой. Ну что ж, друзья, вы можете меня поздравить. Я впервые в жизни сделал такое, ну, для себя сложное соединение. В общем-то, свет горит. Здесь все работает. Что бы вам показать? Давайте вот я подключу прожектор туда, чтобы продемонстрировать. Сейчас мы возьмем, чтобы не шуметь, не хочу болгарку там или еще что-то. Ну, розетка, она может пригодиться всегда. Допустим, там что-то где-то там надо. Да, быстренько здесь подключился, хотя на улице у меня тоже есть розетка, вон она. Ну, та, кстати, такая себе, она не особо надежная, там просто шнур висит. Это было давно уже сделано, не мной. Вот, значит, здесь, ну, здесь хороший кабель, серьезно. Я проложил уже 2 квадрата, как бы. Вот он, вы видите, вот он толстый, серьезный, трехжильный. Вот, короче, включаем розетку. Все, вот она. Вот у нас розеточка работает. И включаем, выключаем здесь. Все работает. Так, в общем, покрыл я все уже грунтовочкой. У меня немножко осталось. Я сейчас ее вот здесь размажу.
И будем ждать, пока подсохнет. Так, на один раз я прошелся, полы покрасил, взял я бензин, разбавил, супер, отлично, вообще классно. Вот получились такие вот полы на один раз. Сейчас я еще раз кое-где подкрашу, немножко осталось у меня краски. И будем ждать следующую банку. Когда следующая придет, покроем еще на один раз, и я думаю, будет супер. Пришли фасадные панели, которые я заказывал. В общем, вот так вот они выглядят. Это вот это я тут очертил, чтобы обрезать. Я уже начал делать. Сейчас покажу вам. Покажу, как они смотрятся по сравнению с нашим кирпичом. Кирпичом, из которого дом построен. Ну, в принципе, вот, смотрите, схоже, да? Внизу устанавливается вот такая вот полоса стартовая. Вот. Прикручивается по уровню, и в нее вставляется панель.